Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня на обзоре у нас вот такой красавец. Очень давно я хотел снять это видео, но долго не мог дождаться, пока придет вот этот вот чудесный регулятор оборотов. Сегодня мы протестим и импеллер, и регулятор оборотов. На секундочку замечу, что это 120-й импеллер. Он очень мощный, по крайней мере по паспорту. Не знаю, сможем ли мы всю мощь с него выдавить, потому что аккумуляторы у меня не свежие. И скорее всего полкилограмма, килограмм тяги мы потеряем. Но по паспорту он должен выдавать около 7 килограмм тяги. Импеллер имеет диаметр 120 миллиметров. И вот такой вот огромный, просто огромнейший мотор. Такой мотор может отдавать около 4 киловатт мощность при пиковой нагрузке, а может быть даже и больше. 980 оборотов на вольт у него маркировочка. Импеллер этот пришлось немножечко подшаманить, потому что здесь была вибрация. Я вообще не понимаю, почему производители делают такое диво дивное. То есть здесь прикол в том, что двигатель, допустим, вот так вот стоит, с него выходит вал. Вал был вот такой вот длины. На вал насажена втулка, примерно вот такая, с резьбой. Здесь стоит крыльчатка, вот так. Ну а здесь алюминиевый кок. Не знаю, как вам, но мне вот это просто дичь какая-то. Если бы я был конструктором, я бы сделал все по-другому. У меня бы крыльчатка стояла бы вот здесь. Как можно ближе к двигателю, потому что на секундочку обороты здесь около 40-50 тысяч оборотов в минуту могут быть. При полностью заряженном аккумуляторе, при полной мощности. И на таком длинном валу сажать крыльчатку, которая может войти в дисбаланс, ну и просто начать дико вибрировать даже на небольших оборотах. Я не понимаю, зачем это делать. Я здесь немножко переделал и примерно на 2 сантиметра сблизил крыльчатку с двигателем. Убрал, здесь втулка была дополнительная, переходная какая-то. Я здесь немножечко расточил, углубил двигатель. Можете заметить, он немножко в глубине на сантиметр. Укоротил вот этот вот скотский вал в половину, чтобы дальше можно было задвинуть переходную втулку. Ну и, собственно, таким образом я победил вибрации. А насчет регулятора я вообще считаю, что жесть как повезло. Дело в том, что это 14-баночный регулятор оборотов. То есть, чтобы вы понимали, ну здесь у меня 12 банок будет. Это два вот таких аккумулятора мощнейших. 5000 мАч, два 6-баночных аккумулятора, соединенных последовательно. Сегодня мы будем испытывать такую систему. Кстати, вся эта кухня вместе весит около 2,5 килограмм. Регулятор на 80 ампер. В пике он может выдавать 100 ампер. 14S это получается почти 59 вольт. То есть представьте себе, вот эта маленькая коробочка может отдать 5-6 киловатт энергии, если в пике использовать на 100 амперах 10 секунд, которые он может позволять. Ну а на постоянку он может выдавать 4,5-4,7 киловатта. Так что сегодня мы такую мощную вещь и протестируем. Собрал небольшой стендик, чтобы можно было проверить тягу этого супер мощного импеллера. Так, друзья, здесь две батареи, приемник стоит, то есть можно управлять от радиоуправления. Через цепь привязал весы к стенду. Теперь вся вот эта конструкция подвижная, но дальше цепи уехать не должна. Надеюсь, не порвется вся эта система. Ну что, поехали. Так, смотрим на весы. Весы я в нолик поставил. Вот так. Все видно. Ну что же, стартуем. Вот вы сами все видели. В пике 5,2 килограмма тяги. Регулятор холодный. Так, ну что, можно еще разочек попробовать. Может быть, прогрелись батареи, может сейчас будет немножко больше.
Весы на 0. И поехали. Я увидел цифру 5,4 килограмма. Сейчас можно еще дать разочек и измерить обороты. Наклеил уже наклеечку. Протестирую на маленьких оборотиках, чтобы понять, нормально ли показывает тахометр. Потому что он иногда бывает шизит. Попробую другим, у него точка поменьше. Так, ну этот вроде бы четко показывает. 3000 оборотов в минуту. Ну что, друзья, давайте попробуем. Должно быть около 50 тысяч оборотов в минуту, потому что этот двигатель 980 оборотов на вольт. А соответственно, так как здесь 50 вольт, то будет около 50 тысяч. Поехали! Показала 32 тысячи оборотов. Что-то мне не верится. Попробую вот этим тахометром посмотреть. Да, все-таки примерно 33 тысячи оборотов. То, что там скакало 70, 50, это все не показатель. Я как бы уже знаю, что он показывает, этот девайс. Ну, в общем, 33 тысячи оборотов получилось в минуту. Как-то весьма странно. Смотрим на регулятор. Регулятор 45 градусов показывает. И это при том, что он, в принципе, не в потоке находится. Если его вот так поставить, то он будет охлаждаться значительно быстрее потоком воздуха. Чтобы еще проверить, ребята, посмотрим, потянет ли эта телега 5-литровку. Пятилитровку тянет довольно-таки бодро. Бежать было трудно, все-таки 5 килограмм тяги сопротивлялось. Попробую измерить ток в цепи двигателя, не в цепи батареи, потому что здесь я не могу подключиться, ибо там постоянное напряжение. А вот эти клещи измеряют только переменку. Но тем не менее все равно можно будет понять, нормально ли оно измеряет и какой здесь ток. В принципе, все станет ясно. Итак, даю на всю. Показало что-то порядка 80 ампер. Вот такие вот дела. В принципе, похоже на правду. Я думаю, мультиметр правильно показывает. Смотрим напряжение. Напряжение 46 вольт. Уже очень здорово упало. И пробуем еще разочек измерить тягу. Сколько будет тяга? Ага, все нормально. Ну, тягу стабильно показывает 5,5 килограмм. Хотя только что заряженные аккумы показывали тягу меньше. Я не знаю, то ли они прогреваются. Вообще должно ли так быть. Просто аккумы старые очень, ребята. Им 2 года. Но тем не менее худо-бедно работают. Меня это очень радует, что я могу такие весьма мощные девайсы испытывать. Вот, у меня уже есть задумки, куда я хочу его поставить. Этот импеллер. Остается только лишь надеяться, что все срастется, все получится. Воплотить в жизнь эту идею. Ну, а там посмотрим.
Не эту получится, так другую. Всяких установок силовых прилично уже у меня, так что я думаю, что-то мы замутим. В общем, такой вот интересный девайс, друзья, импеллер. Я надеюсь, вам этот обзор понравился, надеюсь, он был информативен. И, возможно, даже кому-то полезен для саморазвития какого-то, либо для дела, чтобы понимать, с чем едят такие импеллеры. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Ссылочку на регулятор я оставлю в описании под видео. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.